Всем привет! Вы на канале Pop Music, меня зовут Полина, и сегодня у нас на обзоре цифровое фортепиано Yamaha UDP 145. Поехали! Ну что, перед нами сегодня полноразмерное корпусное фортепиано. Конечно же, Yamaha серии Arius — это более продвинутые инструменты, и модель 145 пришла на замену предыдущей модели 144, которая больше не выпускается. Но во всяком случае, по визуальным качествам пока это тот же самый инструмент, но посмотрим, есть ли какие-то различия именно с точки зрения функционала и начинки. Здесь, конечно же, традиционная клавиатура Grounded Hammer Standard. Она двухсенсорная. К сожалению, здесь не произошло каких-то модификаций, она такая осталась двухсенсорная, но при этом, опять же, с точки зрения тактильного ощущения, очень приятная. В этом надо отдать должное компании, поскольку они стараются все-таки электронные инструменты по ощущениям приблизить к акустическим инструментам. Здесь у нас используется сэмплированный рояль концертный Yamaha CFX, тот же самый сэмпл, который использовался и на предыдущей модели, поэтому пока что сложно сказать, есть ли какие-то различия по звучанию. Помимо того, что клавиатура взвешенная, она еще и градуированная. Что это значит? Это позволит изменить тяжесть клавиши в зависимости от регистра, где вы играете. Таким образом, в нижнем регистре у нас получается клавиатура более тяжелая во время касания, и, соответственно, в верхней части клавиатуры она будет облегченная. Это удобно, поскольку в основном какие-то быстрые пассажи, они исполняются в верхней части клавиатуры. Это будет гораздо легче с точки зрения гибкости игры. Помимо безусловного преимущества инструмента, что здесь записан сэмпл концертного рояля, большим плюсом являются и акустические эффекты, которые здесь используются. Например, Yamaha активно использует в своих инструментах демпферный и струнный резонанс. Это добавляет определенных акустических эффектов для того, чтобы ощущение игры было, как будто бы вы играете на инструменте с полноценной декой, полностью закрытый, как акустический инструмент. И, конечно же, здесь есть интересный эффект. Это эффект затухания клавиш после отпускания. Таким образом имитируется мягкое заглушение демпфером, что, в общем-то, присуще также акустическим инструментам.
По внешним характеристикам. Здесь у нас фактурный дизайн, он сделан под дерево в цвете черном, он также представлен в белом и в цвете палисандр темно-коричневый. Прекрасная глянцевая клавиатура, матовые черные клавиши. И здесь у нас представлена такая небольшая прокладка в красном цвете для создания более, наверное, строгого визуального элемента. По функционалу здесь максимально минималистичное управление. В левой части у нас 7 кнопок функций, впрочем, как и на предыдущей модели. Справа у нас здесь кнопка включения и клавиша регулировка громкости. Собственно, такая же. Пока никаких нововведений я не вижу. Конечно же, поскольку это корпусный инструмент, у него стойки идут в комплекте. 3 педали встроены в инструмент. Здесь у нас есть пюпитр, который поднимается и ставится на специальные крепления. И здесь у нас выдвижная крышка, что, в общем-то, очень компактно. На самом деле, конечно же, он прекрасно впишется в любой интерьер при учете, что у него, опять же, есть разные цвета. По начинке. Здесь у нас полифония 192 голоса. Это не максимально, но этого вполне достаточно для профессиональной игры и уж тем более для тех, кто только начинает заниматься и занимается в школе. По тембрам здесь стандартно 10 разных тембров, 3 тембра фортепиано. Также добавляются орган, клавесин, электроорган, струнные инструменты. Такой стандартный набор. На самом деле, хочу сказать сразу, что Yamaha, она в своих таких среднего сегмента моделях не использует большое количество функций, потому что они больше заточены на именно звучание. Поэтому здесь большого количества наворотов вы не найдете. Здесь максимально минимальный состав функций. Помимо традиционного использования тембров, здесь также есть функция наложения и разделения клавиатуры. При наложении мы используем 2 тембра одновременно, наложенные друг на друга, например, фортепиано и струнные инструменты. При разделении клавиатуры мы также используем 2 абсолютно разных тембра, просто они не соединяются, и каждая часть клавиатуры занимает свой тембр. Попробуем, например, на функции наложения. Нас часто в комментариях спрашивают о функциональности 3 педалей в инструменте, зачем они нужны, поэтому, наверное, пару слов я скажу как раз про надобность этих 3 педалей. Крайняя правая педаль, она используется как сустейн для того, чтобы продлевать звучание инструмента. Потому что без использования клавиши сразу затухают. Использование крайней левой педали тоже довольно распространено. Оно делает звук более сжатым, более тихим за счет давления демпферов. Таким образом, он получается приглушенный и прекрасно подойдет для каких-то тихих кантиленных произведений. Наибольшее количество вопросов именно про среднюю педаль, зачем же она нужна. На самом деле эта педаль совмещает в себе функцию
сустейна и функцию игры без педали. То есть, например, если нам нужно выдержать бас, то мы нажимаем нужную нам клавишу, зажимаем педаль середины и играем наверху. Таким образом, у нас нижняя клавиша остается, а в правой части клавиатуры мы уже можем играть какие-то отрывистые фрагменты. Данная функция очень часто используется при игре на акустических инструментах, и в некоторых произведениях это также должно быть задействовано. Также, помимо прочего, здесь есть функция полупедали. Это касается непосредственно педали сустейна. Таким образом, при силе нажатия, в зависимости от того, насколько сильно вам нужна протяженность сустейна, вы зажимаете правую педаль. Таким образом, может быть сустейн полноценный, долгий. А можно, например, сделать полусустейн, нажав на половину педали. Звук продлится, но при этом будет не таким длинным, как при полноценном нажатии. Для модели Arius уже предусмотрено приложение Smart Pianist. Это официальное приложение Yamaha. Оно доступно на Android и на iOS. Его можно бесплатно скачать на нужное вам устройство. Для чего оно нужно? На самом деле у нас уже был обзор, и мы рассказывали про это приложение. Впрочем, функции одни и те же. Во-первых, Smart Pianist позволяет расширить количество тембров в инструменте. То есть помимо стандартных рояльных тембров можно добавить еще различные варианты записанных сэмплов, также рояли Yamaha и других. Во-вторых, в приложении есть функция обучения. Там есть определенное количество нот. И, кстати, в инструменте заложены 50 предустановленных мелодий, которых также можно было бы научиться играть. Можно использовать ноты приложения, можно использовать свои ноты. На данный момент в библиотеке представлено большое количество композиций. Это в основном какие-то этюды или упражнения, которые можно без проблем выучить на этом инструменте вместе с этим приложением. Помимо прочего, в этом приложении есть забавная функция. Например, он анализирует вашу музыкальную библиотеку, и если инструмент подключен к вашему устройству, то он сможет анализировать аккордовые последовательности в произведении, и таким образом вы сможете играть вместе с вашей музыкой, которая вам интересна, видя аккорды. Возможно, они будут изображены с некоторыми погрешностями, но я думаю, что сама суть останется та же, и можно будет без проблем аккомпанировать себе в своих же любимых произведениях. Ну и приятным дополнением в этом инструменте является наличие функции записи. Здесь две дорожки примерно на 11 тысяч нот. Это достаточно для того, чтобы записать небольшие свои произведения, либо записать какой-то музыкальный материал и потом себя проверить и играть вместе с ним. То есть вариантов на самом деле много. И для записи, для обучения можно использовать метроном, который здесь также есть в этом инструменте. Можно изменить количество долей, которые вам требуются, и уже заниматься и учиться вместе с метрономом, а потом и без него. По выходам здесь у нас, конечно же, присутствуют выходы для наушников. Здесь их два, что позволяет не только самостоятельно заниматься, ну, например, с педагогом или с каким-то другим музыкантом, чтобы вас никто не слышал, заниматься в любое время суток.
Здесь есть разъем USB-B для подключения инструмента к компьютеру. На самом деле это очень удобно, если вы используете какие-либо секвенсоры на вашем ноутбуке или планшете, и для того, чтобы работать в приложении и записывать какие-то полноценные партии, вы можете подключить этот инструмент к компьютеру через секвенсор и создавать музыку в полном объеме. Разъем под тройную педаль и разъем под блок питания. Вот, собственно, и все. Такой довольно сжатый формат, но при этом все, что нужно, все в этом инструменте присутствует. Приятным бонусом в этом инструменте является наличие банкетки, которая идет в комплекте. Она идет непосредственно в цвет самого инструмента, собирается очень просто. Единственным минусом является то, что она не регулируемая. Таким образом, вам придется подстраивать высоту под себя или под вашего ребенка с помощью каких-то дополнительных вещей, типа книг, как, например, раньше мы это делали, или подставки под ноги. Вот. Но, тем не менее, это очень качественная банкетка, она очень устойчивая, стильно выполнена в дизайне самой Ямахи, поэтому это прекрасное дополнение. Практически ничего не нужно будет докупать дополнительно. Ну что, а подводя итоги, хотелось бы сказать от себя. В сравнении с инструментом UDP-144, к сожалению, я не увидела каких-то больших различий. Возможно, произошли какие-то внутренние обновления самой системы, но с точки зрения звука, количества тембров, определенных функций, все то же самое, что и было на той модели. Единственное, наверное, что отличается, это цена. Он стал существенно дороже. Но здесь уже решать вам, насколько это стоит того или нет, поскольку, конечно же, Yamaha оправдывает свое качество и свое имя. И инструменты, которые они выпускают, и система, которая используется внутри этого инструмента, она, безусловно, качественная. Поэтому это будет прекрасным вложением в ваше музыкальное будущее, при учете, что в комплекте здесь, в общем-то, идет все, что нужно. Это стойки, это пюпитр, это даже банкетка. Поэтому ничего действительно дополнительно докупать не нужно. Пожалуй, что единственное, я всегда выделяю для себя из минусов то, что здесь абсолютно отсутствуют какие-либо экраны и опознавательные знаки, кроме рабочей панели слева, поскольку большинство функций, они все-таки находятся в самих клавишах, в комбинации клавиш. Это не очень удобно для тех, кто только начинает работать или кому сложно запоминать определенные комбинации функций. На самом деле наличие экрана это было бы прекрасным обновлением и дополнением, но во всяком случае здесь, наверное, все-таки больше акцент именно на звуке. Тембр остался такой же яркий, такой же звонкий, яркий в нижнем регистре, поэтому в любом случае этот инструмент будет прекрасным компаньоном в вашем музыкальном образовании. Ну а что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, делайте репосты. А с вами была я, Полина. До новых встреч. Пока-пока. Задавайте вопросы, делайте репосты. А с вами была я... Пока-пока. А что думаете вы по поводу данного инструмента? Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки. Ой.